Хочется сегодня поднять тему верности. Я недавно наблюдала за собакой, которую у нас в деревне бегает. Она появилась недавно, и ее кто-то просто выкинул в нашей деревне, привез. Она большая, и эта собака бегает и просит еду. Естественно, она пытается как-то найти где-то пристанище, но собака боится людей, боится довериться человеку, потому что она пережила трагедию. И никто ее кормить не хочет, все ее били палками, кидали камнями. И я решила покормить эту собаку, она очень была голодная и тонкая, худая, тощая. Ну, взяла я, покормила, потому что мне жить в этой деревне. Они приехали, уехали, а я живу, и я решила ее покормить. Естественно, я ее там за неделю уже, собака отошла немножко, стала поправляться, и люди заметили, в общем, и все в деревне, от малого до великого, подошли ко мне и сказали: зачем ты кормишь эту собаку. Вот. И что, ну, я ее кормлю, она иногда приходит ко мне ко двору, знает, что я ее покормлю, и приезжают дачники, они тоже ее кормят. Не все, кто-то бросает камнями, а кто-то кормит. И вот однажды я принесла еду, и ее нигде не было. Но я оставила еду, и съели другие собаки. Потому что там еще были собаки, ну, они не, как говорится, ничейные, они были просто гуляющие сами по себе. А эта собака, она где-то могла подкормиться у дачников. И всю еду, которую я ей приготовила, она съели другие. Она приходит, а все съедено. Вот. К тому, что, ну, она не верит людям. Она уже решила, что сегодня покормят, завтра не покормят. И получается, что я как бы вынесла эту аналогию к людям. Мужчины ведут себя так: одна даст, вторая не даст, кто-то примет, кто-то не примет, и человек как бы ищет там, где примут, там он и начинает оставаться, жить, что-то делать, уподобаясь собаке, которая потеряла веру в людей. Получается, когда мы теряем веру в людей, мы теряем и верность, теряем и человеческое лицо, потому что вообще не надо терять веру, особенно в себя. Потому что самое главное – это вера в себя, вера в то, что ты справишься. Получается, что люди ищут поддержку где-то на стороне, потому что сами не могут ничего сделать. И тем самым люди уподобаются животному, которое имеет только животные инстинкты. Очень жаль, что очень много людей, которые находятся на сайтах знакомств, уподобаются тому, что идут на поводу своих инстинктов. И люди не хотят развиваться духовно, не хотят думать о том, что будет, какая будет дальше жизнь. Даже один мужчина мне сказал: а мне все равно, подадут мне стакан воды или не подадут, я умру, и ничего в этом страшного, понимаете? Вот такая логика у людей бывает. К чему я все сейчас говорю? Верность – это в самом деле удивительное чувство. Оно также не всем присуще, как и чувство семейственности, или чувство иметь детей, или чувство иметь дом, очаг. Также люди иногда ведут кочевой образ жизни, не привязываясь к дому. Но я хочу сказать, да, каждый человек имеет право на то, что он хочет. Верность – это в самом деле работа над собой, вера человеку, вера себе, вера Богу.
Как вы понимаете это чувство?